City Transport Simulator – игра 2 в одном. Управляйте высоко детализированными и лицензированными реальными автобусами и трамваями, строите и развиваете собственную транспортную компанию и расширяйте вашу сеть в городе, вдохновленном Европой. Игра вышла 28 января 2025 года. Начальная цена 880 рублей и далее по нарастающей в зависимости от набора. Отзывы смешанные. Всем привет, меня зовут Лиза, и это первое видео из моей новой рубрики «Что за игра?». В рамках этой рубрики я буду брать игры, в которые ранее не играла, и вместе с вами буду ее оценивать, а далее вы будете решать, стоит ли смотреть на нее дальше, или же мы будем говорить ей суровое «нет». Данную игру я получила от разработчика. Способ получения игр я также буду озвучивать, так как игр в этой рубрике накопилось уже много, и не все они были присланы разрабами. Начинаем мы, как всегда, с классического создания профиля. Давайте мы дадим имя нашему персонажу, за которого мы будем играть. Конечно же, мы назовем его Зиза. И далее мы можем выбрать, кем же будет наш персонаж. Да? Он может быть европейцем, афроамериканцем или же даже азиатом. Но я думаю, что я выберу вот такую вот европейскую рыжеволосую женщину. И, в принципе, с ней, с Зизой, мы начнем игру. Самая актуальная проблема современных геймеров связана с покупкой игр и пополнением Steam аккаунта, но решение этой проблемы найдено. Case for Gamers – сайт с самой низкой комиссией в 3% на пополнение Steam аккаунта, ниже вы не найдете. Тут можно пополнить аккаунты России, Казахстана и стран СНГ. Помимо этого, Case for Gamers предоставляет возможность покупать игры прямо на сайте, как на ПК, так и на консоли. А хотите купить лицензионный Windows? Тогда вам в раздел Soft. Разделов тут предостаточно, даже для мобильных игр есть своя ниша. Case for Gamers представляет собой целый рынок с разными продавцами, поэтому всегда можно договориться о выгодной цене. Также вы можете просматривать статистику продавца перед покупкой. На площадке действует кэшбэк-система. Можно получать до 10% кэшбэка за покупки и использовать его для оплаты до 20% стоимости других товаров. Ну и не менее приятный бонус от меня – это промокод LISA, который даст вам 15% дополнительной скидки. Обязательно заходите и посмотрите все возможности, которые предоставляет платформа. Ссылка в описании. После успешного возрождения трамвайной сети, наш мэр теперь нацелен на следующую важную веху – развитие совершенно новой автобусной сети. В то время как трамваи уже покрывают основные транспортные маршруты города, многие жители до сих пор не имеют прямого сообщения с переулками и районами. И именно здесь на помощь приходят современные автобусные линии, гибкие, эффективные и готовые закрыть пробелы в сети. И чтобы воплотить этот амбициозный проект в жизни, вы нужны нам. За рулем ваша задача безопасно доставить пассажиров к месту назначения. Вы будете управлять самыми разными моделями автобусов Европы, исследовать расписанию и правилам дорожного движения. Будь то утренний час пик или же через узкие жилые районы, каждый пройденный маршрут поможет вам получить опыт, расширить свой автопарк и повысить удовлетворенность пассажиров. Шаг за шагом вы сформируете свою собственную эффективную автобусную сеть, став основой успешной системы общественного транспорта. Докажите свое мастерство, обеспечьте бесперебойную работу и покажите, что даже под давлением вы сохраняете контроль. Но прежде чем вы отправитесь в путь, вас ждет последнее испытание – экзамен по вождению. Так что садитесь в машину и заводите двигатель. Удачи! О как! О как! То есть не все так просто, мы не можем сразу с вами пойти работать, нам надо пройти какое-то обучение. Но давайте прежде, чем мы сядем в автобус, мы с вами немножко осмотримся, посмотрим по сторонам. Оценим внешний вид вообще улиц, внешний вид игры. Экзамен не пройден. Хорошо, далеко отходить от автобуса нельзя. Модельки людей, в принципе, такие же стандартные, как и во всех подобных играх, да, и внешний вид, в принципе, тоже. Давайте с вами зайдем в автобус, присядем. Так, присели. Далее. F2, чтобы переключиться на вид пассажира. Тут мы можем с вами смотреть, что у нас происходит
в кабине. Далее можем посмотреть со стороны. F1, соответственно, вид из кабины. Так, чтобы закрыть дверь, нажимаем на U. И все, дожидаемся полного закрытия. Убираем стояночный тормоз. И, скорее всего, мы уже можем, да, начать наше движение. Хорошо. Педаль акселератора у нас 80%. Хотя, кстати, я прям играю на клавиатуре. Просто нажимаю кнопку W. Поверните, чтобы добраться до следующего места. Ну, понятное дело, у нас сейчас такое классическое обучение происходит. В следующий раз, я думаю, что можно будет попробовать поиграть в нее на руле. Это, конечно, если у нас будет следующий раз. Но сегодня я решила, что достаточно будет и клавиатуры, чтобы для начала просто ознакомиться с игрой. Так, указатель. Указатель мы показываем. И как бы встаем на остановочке, да? Вот так вот. Ага, все, мы встали. J, чтобы активировать открытие дверей. И вот таким образом, да, люди у нас заходят. Все зашли. Замечательно. Ага, нет, еще не все. Ладно. Бородатый мужик. Вжик. Все. Вот теперь все. Давайте на М, чтобы двери закрылись. На У, чтобы у нас закрылась наша передняя дверь. Ну и все, собственно. Чё? Выключаем указатель, да? И... чтобы левый указатель. Ага, окей. Все, покидаем станцию. Указатель, наверное, мы можем уже выключить, нет? Нет, не можем. Оно не дает мне выключить. Ага, на Е, чтобы выключить указатель. Все замечательно. Ну и, в принципе, обучение максимально простое. Мы с вами просто движемся по маршруту, забираем людей, отвозим их из точки А в точку Б. Конечно, далее уже должно быть интереснее. Иногда нужно перестроиться. Сначала включить поворотник в нужную сторону. Теперь смените полосу. Убедитесь, что не столкнетесь с другими транспортными средствами. И затем выключите поворотник. Ну, это-то понятно. Это-то я все знаю. Давайте, вот, допустим, мы взяли... О, вот это мы что-то нас понесло. Немножечко понесло. Немножко мы слишком сильно разогнались. Все. Поворотник вырубили. На зеленый с вами дальше проезжаем. Я что-то, наверное, переборщила со скоростью. Слишком быстро я поехала. Чуть не улетели мы в дерево с нашими пассажирами. Давайте. Поворотник выключили. Остановились. Так, на J. Ага. Людей принимаем. Кстати, где кондуктор? У меня что, за бесплатно ездит? Вот это мне интересно. Как будто за бесплатно. Так, включаем поворотник, чтобы отъехать. Отъезжаем. Угу. Так, нам нужно снова перестроиться, поэтому снова мы пользуемся поворотниками. Прям от нас требуют, чтобы мы их использовали в этой игре. Без них, без поворотников, обучение засчитано не будет. Так, притормаживаем. Подъезжаем. Угу. Все, приехали. Двери открыли. Давайте. Выходите, заходите. Мужик с фиолетовыми волосами. Или он седой, непонятно. Все, двери закрыли. Так. Угу. Все, переднюю дверь тоже закрыли. Поехали. Поехали. Давай. Ну, на самом деле, мне даже нравится чуточку больше, чем бас-симулятор, если говорить о внешнем виде игры. Выглядит поприятнее бас-симулятора. В плане графики, мне кажется, получше все-таки. Так, к последнему перекрестку мы... мы на красный проехали, кажется, да. Да, мы приехали на красный. Смотрите-ка, оно не дает. Даже попытки проехать на красный нас сразу переносит обратно. Конечно, топорные вот эти вот фигурки людей, они такие какие-то максимально ненатуральные, пластилиновые.
То же самое касается и зданий. Здания тоже такие какие-то пластмассовые, но в принципе, я бы сказала, что сомнительно, но окей. Дорога красивая, вот дорога мне нравится. Траектория движения у нас есть, симпатичная дорога, все дела. Так, указатель мы включили. А я что, пока указатель не включу, зеленый свет на светофоре не загорится? Серьезно? Но, видимо, в условиях обучения это именно так и работает. Давайте. Габаритов я тоже пока не чувствую нормально. Нажмите Е, ага, выключили поворотник. Ознакомительное задание у нас выполнено. Это замечательно. Так, и теперь мы можем выбрать, в каком режиме игры мы с вами будем играть. Стандартный режим нам предлагает реалистичное управление транспортным средством, никакие системы не автоматизированы, подходит для опытных водителей автобусов. Есть также и легкий режим, который предлагает более упрощенное управление. У нас будет автоматизированная система открытия дверей и освещения. Ну, на самом деле, я думаю, что можно выбрать и стандартный режим, и все-таки включать свет и закрывать, открывать двери я, наверное, умею. Можно сказать, что я уже такой опытный водитель автобуса. Так, трамвайные и обычные светофоры. Начнем с основ. Трамвайные светофоры похожи на обычные дорожные, но вместо красного, желтого и зеленого в них используются только белые огни. Огни могут иметь разную форму и подавать различные сигналы. Вот, кстати, я никогда в жизни не видела трамвайные вот эти светофоры. Если на перекрестке есть как трамвайный, так и обычный светофор, необходимо использовать только трамвайный. Сигналы обычного светофора действуют только если нет трамвайного. Горизонтальная полоса означает стоп, вам запрещается проезжать на этот сигнал. Круг означает внимание. Вы можете продолжать движение, но сигнал может поменяться на стоп в любой момент. Вертикальная полоса означает продолжайте движение, вы можете ехать дальше. Прикольно, хотя бы теперь буду знать, что означают сигналы трамвая. Так, теперь мы стоим на месте, да, дождемся, когда у нас появится разрешающий сигнал на трамвае, на трамвайном светофоре. А да я что, в трамвае сижу? О, я в Это трамвай? Что это такое? Подождите. Я хочу посмотреть. Это трамвай! Мы в трамвае. Я что-то как-то упустила этот момент, что мы с вами уже не в автобусе. Так, продолжайте движение, когда сигнал сменится на разрешающий. Ага. То есть, для того, чтобы мне управлять трамваем, мне надо просто нажать кнопочку вперед, и я еду, да? Ну, кстати, рукоятка хода, обратите внимание, да? Я могу регулировать рукоятку хода. Где она? Она даже движется, смотрите, видите? Есть анимация движения рукоятки. Прикольно. Давайте, 30%. Все-таки управление тут не такое топорное, как вот, например, у автобуса, что просто вперед-назад, там газ-тормоз. Здесь есть такая же регулировка движения хода, как вот, например, в ТСВ, в Train Sim симуляторе. Так, тут у нас что? Остановитесь у следующего светофора. Давайте. Блин, это надо прямо привыкать. Слушайте. Так. Все, я останавливаюсь, мы остановились, замечательно. На перекрестках, где движение возможно в нескольких направлениях, для каждого из них предусмотрен отдельный сигнал. Например, на этом перекрестке левый сигнал означает движение налево, правый движение прямо. Когда светофор показывает «продолжайте движение», поворот вертикальной полосы указывает разрешенное направление для движения. Если полоса наклонена налево, то можно двигаться налево, если вправо, то можно направо, если прямо, то прямо. Ну, все понятно? Хорошо, я все поняла. Так, дождитесь, когда левый светофор покажет сигнал движения налево. Так, хорошо. Продолжайте движение, когда сигнал сменится на движение налево. Нет, ну я вроде бы уже дождалась, да? Да, все, мы дождались. Рукоятка хода у нас 70%.
Слушайте, это интересно, это реально интересно, очень непривычно одновременно в игре управлять и автобусом, и трамваем. Желтый треугольник с черной цифрой предупреждает, что вскоре начнется ограничение скорости. Эта цифра, умноженная на 10, обозначает будущее ограничение. Ага, значит, это у нас 20 км в час. После проезда этого сигнала следует начать снижать скорость. Желтый прямоугольник с черной цифрой обозначает начало ограничения скорости. Как и в случае с предупреждением об ограничении, эту цифру необходимо умножить на 10, чтобы получить значение в километрах в час. После проезда этого сигнала не допускается превышать указанное ограничение скорости. Белый прямоугольник с буквой Е указывает на окончание ограничения скорости. После того, как задняя часть трамвая проедет этот сигнал, можно снова набрать скорость. А где мне смотреть на этот треугольник? А, вот он. Давайте мы притормозим. Да, то есть 20 километров в час. Хорошо. Так, и давайте на 15% будем... Так, давайте на 29% сделаем наше движение. Ага, давайте 44%. Так, продолжайте движение со скоростью не более 20 км в час до тех пор, пока задняя часть трамвая не пройдет сигнал ограничения скорости. Вот, у нас 22%, и мы как раз едем ровно 20 км в час. Ну, 21 это как бы ничего страшного. Сейчас мы уже проедем конец запрещающего вот этого знака. Так, все, да. И мы тормозим идеально. Слушайте, ну, круто, круто. Далее нам доступен режим карьеры, где мы с вами с нуля будем развивать нашу транспортную компанию. Так, начать сессию, управление моим оператором, персонализация, коллекция, песочница. Также у нас доступен песочный режим. Видимо, мы можем тут делать все, что угодно, да, делать различные модели городской вот этой сети, экспериментировать с маршрутами, создавать идеальную систему наших перевозок. У нас есть быстрая игра, мы можем погрузиться в работу со случайными параметрами наших линий, начать настраиваемую сессию, управлять линиями, ну и также можем еще раз пройти обучение. Также нам доступно руководство, да, в случае, если мы что-то забыли, да, сигналы трамвая, сигналы там светофора и так далее, ну, само собой, настройки. Даже я не знаю, с чего начать, глаза разбегаются, все выглядит довольно-таки интересно. Мы можем начать сессию, выбрать автобус, ну-ка. Давайте выберем наше транспортное средство. Первое, что нам доступно из автобусов, это Lions City A21T2. Это нам уже недоступно, но можем просто посмотреть, какие тут есть автобусы. NL205, вот такой, NG235, Lions City A21T3, далее A23T3, тоже Lion, A23T4, ULF A1, ну, это уже трамвай. Далее трамвай R2-2B, какой-то страшненький такой. Это, кстати, уже даже DLC. Это все DLC. О как, о как. Далее на Stad Regio Tram. Вот это симпатичный трамвай. ULF-B1, Flexity VN, GT8N. Очень милый трамвай. И трамвай Е1. Но все, что нам доступно сейчас на начальной стадии развития нашей карьеры, это Lions City A21T2, низкопольный автобус 12 метров длиной с 31 сидячим местом. Так, мы можем выбрать зато окраску. Нет, мы не можем выбрать окраску, мы ничего выбрать не можем. Все, что нам доступно, это вот, ну-ка, оригинальный и Трамау. Но что-то, если честно, разницы в окраске я не вижу между оригинальной и Трамау, как будто бы ничего у нас не меняется. Но, допустим, хорошо, мы выбрали автобус. Далее нам нужно выбрать линию, по которой мы с вами хотим поехать. Например, 100 или 101. То есть мы можем выбрать маршрут, который нам больше по душе. Давайте выберем маршрут 100. Выберем остановку, на которой хотим начать игру. Угу.
Давайте мы начнем. Хауп. Даже читать это не буду, очень сложное какое-то название. Направление движения. Угу. Так, и выбор времени мы можем... Ну, давайте действительно начнем с 7 утра. Время на подготовку. Дополнительная задержка позволяет начать игру раньше времени. Ну, давайте, пусть останется 1 минута. Состояние автобуса готово к движению. Оборудование отключено, запущено. Ну, давайте, пусть будет готово к движению. Место появления персонажа в кабине, либо перед транспортным средством. Ну, давайте, перед транспортным средством начнем игру. Проедемся с вами по маршруту. Так, вот он наш автобус. Такой симпатичный, красивый. Давайте мы с вами в него зайдем. Так, воспользуйтесь наружным лючком, чтобы открыть дверь. О, как. О, как даже вот так вот. Не все так просто. Хорошо. Давайте садимся. Все, мы сели. Двери. Нажмите точку. Ну так это чтобы опустить стояночный тормоз. Все понятно. Так, закрываем нашу переднюю дверь. И, окей, да, мы с вами можем начать движение. Неправильно включен поворотник. А я никуда и не отъезжала. Я еще ничего не это. Ай-яй-яй, слушайте, ну... И мне нравится, что я резко торможу. Их это бесит. Недовольные пассажиры. О, слушайте, управление весьма непривычное. Меня, возможно, уже все ненавидят. О, столбы прозрачные. Соблюдено ограничение скорости. Вот спасибо. Хорошо, хорошо. Пусть будет так. Слушайте, я вроде бы небольшую скорость развиваю, а меня так уносить начинает. Так, тут у нас красный. Все, желтый. Я не знаю, с какой скоростью мне надо двигаться, чтобы мне не улететь просто на бордюр. Давайте прям постараемся очень аккуратно ехать, очень осторожно. Хорошо. Соблюдение ограничения скорости, это, конечно, замечательно. Но мне кажется, что мы едем с опозданием, да? Или вот что означает минус 02:08? Это у меня осталось 2 минуты на то, чтобы приехать? Или я уже на 2 минуты опаздываю? Так, налево. Все, замечательно. Игра очень любит использование поворотников. Угу, все, замечательно. Ну, кстати, довольно-таки красиво, вот посмотрите. Лицензированных авто тут нет. Все легковушки здесь не лицензированные, но с закосом на лицензию. Что, в принципе, конечно... Что, в принципе, ожидаемо. Я думаю, если сюда попробовать подключить руль, поиграть на руле, конечно, ездить я буду лучше и аккуратнее. Ждем, когда зеленый у нас загорится. Мы как будто бы ни на одной из остановок еще не были. У нас через 200 метров будет наша первая, получается, остановка, с которой мы сейчас будем забирать пассажиров. Чем, поедем, не поедем? Так, вот у нас. Включаем поворотник. Немножечко, или немножечко начинаем притормаживать. Сейчас мы их заберем. Что-то они недовольны, вы слышите? Садитесь. Неправильно включен поворотник. Все правильно сделала. Так. 8. Хорошо. Все, садитесь. Так, закрываем. Закрыли. Так, и закрываем. Я думала, кстати, что не на кнопку, не на цифру 8 у нас закрытие двери-то, а на кнопку J, вроде в обучении было так. Неправильно включен поворотник. Так он мне сейчас и не нужен был, я просто прямо поехала. Что-то не понимаю, ну ладно. На самом деле очень похож, конечно, на бас-симулятор, но только с добавлением трамваев. Так, все закрываем. Все закрываем.
Не, ну так-то игра симпатичная. А вот так вот на нее посмотришь, поиграешь какое-то время, и уже прям начинает нравиться. Хотя, конечно, все равно есть ощущение, что она такая довольно-таки пластмассовая, несмотря на относительно симпатичную графику. Все равно есть моменты, которые хотелось бы тут изменить, как-то доработать. Вот эти вот топорные фигурки, конечно, людей и мужик, который сидит в мужике. Oh my. Это, конечно, замечательно. Нет слов. Или их там вообще трое друг в друге сидит. Ну, двое точно там сидит друг в друге. И направо вот сюда. Может быть, они не ругаются, что я резко торможу. Может, им наоборот нравится. Может, они восхищаются. Надеюсь на это. Так, едем дальше. Мы уже тем временем получили второй уровень нашей карьеры. Но, видимо, чем дальше, тем больше нам будет доступно видов автобусов. Мы сможем покупать автобус, скорее всего, нанимать водителей. Ну, как с аналогией, как вот, да господи, как в Евротраке, например. Вот. И потом уже и трамваи. Короче, развивать нашу такую вот транспортную сеть, нашу транспортную компанию. То есть в игре есть какое-то развитие. Это хорошо. Что ты не просто тут бездумно ездишь и все на этом. Тут есть какое-то развитие, есть чем заняться. Далее, следующая остановка, это у нас какой-то музей. Кстати, карта. Есть карта? А, вот у нас есть карта. Мы можем посмотреть, как мы движемся. То есть вот мы отсюда начали. Уже вот столько мы проехали. У нас осталось еще 2 остановки, и маршрут наш будет закончен. Интерфейс удобный. Мне очень сильно не нравится, вот если брать, да, какой-то автобусный симулятор, в который я, наверное, больше всего играла, это, наверное, будет бас-симулятор. В бас-симуляторе очень неудобный интерфейс. Лично мне он там вообще не нравится, он мне кажется неудобным, непонятным, каким-то кривым, косым. Здесь все интуитивно понятно. То есть, когда интерфейс интуитивно понятен, это очень хорошо. Так, заходим. Я вот говорила, что тут нет лицензионных автомобилей и автобусов, но я была не права, потому что вот у Маны, например, лицензия есть. Так что это да, это я не сразу заметила. Так, а в смысле неправильно поворотник включен? Все правильно. Ой, немножко по кустам. Ну-ка, а по маршруту? Ага, вот так вот получается. Смотрите, мы с вами проехали по нашему маршруту. Теперь мы с вами едем в обратную сторону. И в целом этим заниматься можно до тех пор, пока ты не набьешь себе нужный тебе уровень. За каждую остановку получаешь определенное количество опыта. Транспорт также можно сбросить и вообще выйти, если, например, надоело вот так вот кататься. Если мы сбросим транспорт, ага, мы переместимся на предыдущую остановку. А если мы вернемся в главное меню, то мы с вами сможем посмотреть на итоги нашей сессии, то есть сколько мы проехали на автобусе. Всего 4,5 километра, зато 9 остановок, сколько опыта мы получили и сколько могли бы получить, если бы мы с вами, конечно, нормально себя вели, да, соблюдали скоростной режим и так далее. Один маршрут мы завершили. Если бы я сейчас поехала в обратную сторону до конца, у нас было бы уже 2 маршрута, и 17 минут у нас в целом ушло на один маршрут. То есть получается, что так. Далее мы можем посмотреть. Допустим, я хочу другой автобус, да, и он нам недоступен. В какой момент он станет нам доступен? Вот это я немножко не понимаю, и я не знаю, где это посмотреть. То есть, как сделать так, чтобы нам был доступен именно вот этот автобус, что нужно сделать?
но, скорее всего, надо просто дальше двигаться, так скажем, по карьерной лестнице, подниматься дальше, и нам станут доступны и другие автобусы тоже. Например, вот этот, он будет немножко побольше, здесь больше стоячих мест и на одно сидячее место больше. Ну, а по размеру он прям практически такой же. Также у нас есть раздел управления моим оператором. Здесь мы можем посмотреть все маршруты, которые у нас есть, и также мы можем этими линиями управлять. То есть мы можем их редактировать, либо составлять новые маршруты, в зависимости от того, что нам вообще как бы с вами надо. Можем создать, вот видите, новый автобусный маршрут, можем выбрать остановки, откуда начало, где конец и так далее и тому подобное. То есть, например, вот так, вот так. Линия будет преобразована в заготовку. Ее можно сохранить, но по ней еще нельзя будет ехать. Ее можно будет сделать действующей позже, если у нас будет достаточно очков компании. То есть нельзя наделать бесконечное количество маршрутов, и они сразу будут работать. Это так не работает. То есть мы сможем просто сейчас это все отменить, да, но на будущее, да, если нам будет хватать очков, мы можем составлять свои какие-то транспортные маршруты. Далее, помимо вот этой возможности, мы с вами можем отслеживать вообще список как бы маршрутных линий и смотреть на их состояние. Сколько остановок у каждого маршрутного пути, сколько ходит по маршруту автобусов. Например, с маршрутом 102 у нас вообще есть какая-то проблема, потому что автобусов может быть 6, а ходит буквально таки 0. Да, вместимость пассажиров никакущая, ну и, соответственно, из-за этого удовлетворенность пассажиров тоже никакая. Ну, потому что автобусов нет, им не нравится, а ездить-то хочется. Так что вот такая вот проблемка тоже есть. Ну и в целом, да, сейчас мы можем видеть, что по всем маршрутам люди недовольны. Тут у нас есть общая удовлетворенность пассажиров по городу, да, 1,3 из 5, то есть на самом деле рейтинг нашего автопарка, так скажем, да, или рейтинг наших маршрутных путей довольно-таки низкий, потому что людям ничего не нравится. Далее, что мы можем еще посмотреть? Можем посмотреть на статистику, да, сколько проехали, сколько опыта получили, сколько мы сигналов соблюли. 0, очень странно, я вроде бы все соблюдать старалась. Далее у нас есть почта, да, благодаря вашей стабильной работе мы расширили количество доступных мест для транспортных средств. То есть вот так вот, да, нам тут приходят сообщения, можем смотреть. В основном они все связаны как бы с нашими достижениями. Далее, да, меню парка транспорта. Мы можем купить автобус. В магазине можем посмотреть все доступные типы транспортных средств, которые мы можем приобрести. При покупке нового транспорта он появится в нашем депо. То есть вот у нас это, кстати, DLC. И тут вот еще 2 автобуса, которые у нас уже назначены на линию. Можем посмотреть, какие автобусы у нас ездят, чем они заняты и так далее. Какие-то из автобусов мы можем с вами продать, да. Но продавать я бы, наверное, не хотела. И купить мы тоже не можем, да. Например, на новый автобус нам нужно 33 очка компании, у нас сейчас 23. То есть, если еще немножко покатаемся, мы сможем купить новый автобус. Ну, а все остальное, вот оно, будет нам доступно. Ну, либо при покупке DLC, да, но если DLC нет, то, видите, следующий автобус будет доступен с 15 уровня, потом с 40-го, дальше другой автобус с 30-го, с 25-го и с 45-го. Но, видимо, все, что связано с трамваями, это уже такое DLC. То есть, как бы деньгу платить надо, чтобы была возможность еще и на трамваях кататься. Ну и, конечно, есть у нас настройка расписания, можно управлять расписанием, подстраивать его так, как вам нужно, то есть, чтобы и люди были довольны, и чтобы вас, собственно, все это дело устраивало. Можем выбирать время начала, время завершения маршрута, интервал, стоянки, сколько времени там у нас есть, чтобы доехать до одной остановки, до другой и так далее. И также можем на каждый маршрут здесь снова назначать автобусы. Вот. На самом деле очень много здесь функционала. Мне кажется, его здесь больше, чем во многих знакомых нам симуляторов автобусов, и эта игра есть все-таки имеет потенциал для
нормального такого развития в будущем. Ну, конечно, стоит она 880 рублей, что, в принципе, немало, и мне кажется, дороговато. Мне кажется, вот рублей бы 500, да, было бы окей. Ну, либо 880, но уже хотя бы с DLC на трамвае. То есть мне лично кажется, что цена немножечко такая завышенная. Но, конечно, каждому свое, у всех свое мнение на этот счет, и свое мнение вы можете оставить в комментариях. Будем ли мы с вами дальше играть в эту игру на стримах, либо же в роликах, пишите в комментариях, потому что именно вы в этой рубрике «Что за игра?» решаете будущее каждой из игр. Но на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и до скорой встречи. Всем пока. Девка за рулем.